Всем привет! Мне наконец пришли вот такие вот круглогубцы с Алиэкспресс. И также я заказывала вот такую вот проволоку. Я не знаю, темнеет она или нет, только время покажет. Я поношу украшения с ней. И я уже сделала вот такую цепочку. И сегодня я покажу, как я ее делала. А круглогубцы и проволока мне нужны были для того, чтобы создавать вот такие вот соединительные звенья. Для начала я беру проволоку и отрезаю примерно 1 сантиметр. Это все я делаю на глаз, я ничего не вымеряю. Все зависит от того, какого размера у вас бусина. То есть это должен быть размер бусины и также проволока для того, чтобы сделать два вот таких вот крючочка. Отрежу примерно вот столько. Теперь я беру свою проволоку и начинаю ее закручивать. На камеру это немножко неудобно делать, потому что у меня руки перед камерой. Так вообще это не трудно, это все делается быстро, но из-за того, что у меня руки перед камерой. Теперь этот крючочек я продеваю в вот это вот звено и закрываю его. Вот таким вот образом я его закрываю, и заодно вот эта вот часть проволоки, она выравнивается. Некоторые берут и сразу, я сейчас покажу это, наверное, на обратном конце. Некоторые берут, вот сколько вам нужно для того, чтобы создать петельку. Сперва отгибают, чтобы потом, как я выравнивала, не выравнивать. Берут за край и загибают петельку. Вот таким вот образом. Тогда она будет у вас сразу уже с... Ну, я ее немножко, конечно, выгнула. Да, сразу выровненная. Но мне так не очень удобно, поэтому я делаю вот следующим образом. Теперь я беру и сюда нанизываю бусину. Нанизываю бусину. Даже у меня здесь получилось немного больше, чем нужно. Я не рассчитала, но лучше больше, если вы хотите, чтобы проволока была видна, чем меньше. Если вы отрежете меньше, то вот этот вот конец будет трудно загрузить. Либо вы можете его подровнять и обрезать, сколько вам нужно. Теперь я хочу присоединить ее к вот этому вот отрезку. Поэтому, опять же, я закручиваю кольцо. Так, и так получилось, что я его закрыла. Продеваю туда бусину, то есть вот этот вот крючочек. И закрываю вот это вот колечко. Повторюсь, это делается очень быстро. Сейчас я так делаю медленно, потому что я делаю руками перед камерой, а не так, что у себя перед носом, потому что когда делаешь это у себя перед лицом, все это быстрее и точнее получается. Но суть такова.
Также с Алиэкспресс мне пришли вот такие вот бусины. Качество мне их не понравилось, потому что они облазят. Но ссылки на все я оставлю в описании к этому видео. И также пришли такие вот подвески малинки. Сейчас я их покажу. Вот они. У продавца было написано, что там 5 штук, но мне пришло всего лишь 2. Теперь я даже не знаю, на что их. Я думала, что сделаю россыпью на колье, либо на браслет. Ну, не знаю, возможно, придется делать из них серьги. И возвращаясь к своему чокеру, до той длины, которая нам нужна. Так, вот что у меня получилось. Я вытащила застежки, к сожалению, они у меня серебристого цвета. Я не знаю, может быть, их покрасить. Я не стала заказывать их в золоте, потому что они все равно почему-то с Алиэкспресс бижутерия золотого цвета, она быстрее чернеет, чем вот такого серебристого, хотя могут и эти почернеть. Так что думаю, что прикреплю их, возможно, покрашу их золотым лаком. И также я выбрала такую вот подвеску Chanel номер 5 и хочу ее прикрепить. Для того, чтобы прикрепить подвеску, как я уже оговорилась, я не стала покупать золотые застежки, либо золотые вот такие вот колечки, потому что они все равно темнеют. Поэтому колечко я хочу сделать сама. Так, да, беру подальше, потому что хочу колечко побольше. И проворачиваю. Так, вот что у меня получилось. Теперь отрезаю. Так, продеваю сюда. Теперь посередине сюда. Ой. Так, прошу прощения, я, наверное, сделаю это за кадром. Да, и лучше всего работать круглогубцами. Вот так вот на них нанизывать. Вот так вот выглядит с колечком. И теперь для того, чтобы прикрепить застежки, то есть на один конец нужно будет прикрепить колечко, на вторую застежку. Я беру один край застежки, чтобы раскрыть ее круглогубцами, второй край плоскогубцами и раскрываю. Так, раскрыла и теперь вдеваем. Все. Так. Желательно все лишнее убирать сразу. Вот это вот проволока, леска, которая не нужна, иначе можно повредить изделие. У меня так было. Я собирала бусину на леску, из-за того, что она зацепилась за проволоку, у меня все распустилось. И вот что получилось. Мне, например, очень нравится. Я боялась, что это будет выглядеть по-детски. Как бы я уже не ребенок и не подросток, но выглядит очень нежно, и поэтому я думаю, что я буду это носить. Так, теперь все лишнее убираем в стороночку. У меня такой вот пакетик, я пока на него уберу.
И теперь я хочу сделать серьги. Здесь у меня некоторые заготовки. И швенцы я хочу снять со старых сережек. Немножко потеряли свой вид, но швенцы не потемнели, поэтому я хочу аккуратненько рожать и снять их. Это у меня больше даже не изготовление украшений из каких-то. Это у меня больше получается реставрация старых украшений, потому что я перебирала во время ремонта, нашла много старой бижутерии и подумала, что некоторые элементы этой бижутерии выглядят вполне прилично, и их можно как-то обыграть. И поэтому мне захотелось. Конечно, что-то пришлось докупить с Алиэкспресс, какие-то детали. Но здесь я больше переделываю свою старую бижутерию. Так, сняла. Почему-то здесь есть вот такой вот шарик и вот такая вот штучка, а здесь ее нет. Я думаю, что это не критично, и, наверное, это все можно снять. Мне кажется, я отсюда это все выскочила, и где-то оно лежит, а может уже и не лежит. Так, поэтому пока снимаю, откладываю, возможно, это пригодится еще для чего-нибудь. И на Алиэкспресс я увидела вот такие вот сережки. Мне захотелось сделать их самостоятельно. Конечно, немного тяжеловатые они для ушей. Так, первую заготовочку, которую я сделала до видео, я сразу надену на швенцу. Так, нет, походу это вот так. И зажму. А вот вторую штучку мы будем с вами делать самостоятельно. Для этого я купила такие вот заготовочки на Алиэкспресс. Так вот они выглядят. И заказала такие вот кристаллы, которые выглядят больше на какое-то грязное, которые похожи больше на какое-то грязное стекло. И будем из них делать такие серьги. И для начала я как-то подобрала три кристалла сюда и 3 кристалла сюда. Но теперь я вот уже не помню, какие кристаллы я подбирала. Поэтому попробую выбрать более-менее прилично выглядящие. Так, ну допустим, такой. Посередине пойдет узенький и длинный. Так, да что-то. Я вот прям не знаю. Может быть, камера не показывает. Но какой-то он грязненький и совсем мне не нравится. Так, ну попробуем нанизать его. Может, надо было лучше вот этот вместо этого. Как-то смотрится не очень. Тогда что ты будешь делать? Так, ну и да, я вижу, что это смотрится совсем не очень. Поэтому все заново. Так, попробуем. Вот я даже не знаю. Возможно, начать с вот этого. Затем прикрепить вот этот. Так, ага. И последний я просто хочу использовать камни поменьше. Чтобы сильно уши от них не болели. Конечно, можно было бы использовать и один камушек. По-моему, так выглядит получше. Хотя нет. Вот этот камень явно вообще здесь не очень. Так, попробую взять вот этот.
И это мне тоже не очень нравится. Последний вариант, он самый страшненький, еще и тяжеленький. Ну, давайте попробуем его. Выглядит как какой-то обрубок. Но все вместе, они как бы, если там он выпирает, то тут они хотя бы лежат. Мне все равно не нравится. Мне это все не нравится, я это все сниму. Так, придется от вот этого камня отказаться, мне кажется. Так, вместо него попробую вот этот, более-менее приличный. Хотя вот эта вот грань у него неприятная, выглядит неприятно. Так, так. Ну и последний пусть будет самый маленький. Ну да, и выглядят они как забор. Нет. Вот так вроде бы ничего. Так, теперь нужно вдеть вот в эту вот штуку. И надеюсь, держаться оно будет. Так, вот эта вот часть вошла хорошо, а вот это вот, думаю, что тоже она вошла. И теперь осталось так, так и зажать. Ну, немножко искривленная. Так. Все зажимаем, выправляем. И вот такие серьги у нас получились. Так, кристаллы убираем. Я хотела их прикрепить на колье, из одного сделать как бы два на колье, из одного сделать кольцо. Ну, что-то как-то колье я не прикрепила, может быть, я это еще сделаю. Так, дальше. На Алиэкспресс я покупала себе вот такие вот сережки. И основание кольцо было из золотой проволоки. Не золотой, а цвет золота. И она мне вся почернела, поэтому я даже снимала видео в шортс, где я всю свою бижутерию разрушала. И там вот я как раз таки почикала эти кольца, сняла оттуда эти камушки. А вообще серьги мне нравилось, как выглядели. И мне захотелось их вот так вот обновить. Поэтому я беру, опять же, такую вот заготовочку. Беру вот эти вот камушки, которые у меня остались от предыдущих сережек. И нанизываю их. На Pinterest я видела, как полностью колечко покрывают вот такими вот камушками. Это, конечно, очень красиво, но мне кажется, что ухо будет уставать. И мне, в принципе, нравилось, как выглядели те сережки. Поэтому мне захотелось не добавлять камни, хотя я купила себе, да, еще последний раз, в последней моей посылке с Алиэкспресс пришли вот такие вот камни. Они были на ниточке, но ниточку я сняла.
Они очень красивого, такого холодного, голубого, нежного оттенка. Я, конечно, могла сделать серьги из них, но мне кажется, что это будет очень тяжело для ушей. Так, хорошенько вдеваем. И теперь нужно надеть вот такие вот швензы. На них присутствуют колечки. Так что мне придется рожать эти колечки. И, наверное, сделаю это за кадром. И прикреплю сережки. Так, раскрыть это колечко оказалось задачей непростой. Так, я уберу все лишнее, чтобы фокус не терялся. Колечки с какой-то очень тугой и толстой проволоки. Так, возьму даже плоскогубцы, потому что, мне кажется, так зажать их не получится. Так, ну все, обе сережки готовы. Какая-то вот эта немножко кривая. Там в упаковке этих заготовок было много колечек, но некоторые из них кривоватые, особенно когда на них начинаешь нанизывать что-то. Они скривляются, поэтому нужно быть осторожным. Ну хотя... Ждите вторую часть, подписывайтесь на этот канал. До скорых встреч, пока!